Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такого маленького ангелочка. Ангелочка можно повесить на елочку. Для этого нужно ему сделать веревочку. И можно просто поставить на стол в качестве сувенира, подарить родным, близким или коллегам с пожеланиями счастья в новом году. Вдохновилась я работой Нины из страны мам. Сейчас покажу фото ее ангелочка. У меня, конечно, получился немножко другой ангелочек, потому что я использовала нитки потолще. Высота моего ангелочка получилась около 7 сантиметров. Такие крылышки, волосики. Для вязания ангелочка я использую пряжу Yarnart Jeans белого цвета. Этот цвет номер 01. Yarnart Jeans состоит на 55% из хлопка и 45% из полиамида. Также мне понадобится крючок 1,7 мм. Вот такая у меня пряжа блестящая. Анкор Ариста. Металл полиэстер вискоза. Металлический полиэстер 20%, 80% вискоза. Также мне понадобились бусины в цвет пряжи для украшения. И, возможно, вы можете украсить ангелочка каким-нибудь вот такой, сделать ему ободочек. И для волос вам понадобится какая-нибудь пушистая пряжа. Я взяла белую полушерстяную пряжу и распустила ее на несколько ниточек. Она была скручена из 3 нитей. Получились такие вот волнистые волосики. Сейчас я, возможно, попробую вот такую оранжевую пряжу. Хочу ее тоже распустить. И у ангела будут рыжие волосики. Шарик деревянный. Если у вас нет деревянного шарика, можете, допустим, свалять его из шерсти, либо просто плотно набить наполнителем. У меня диаметр шарика 1,8 мм. Можно взять 2 мм. В кольцо амигуруми набираю 6 столбиков без накида. Затягиваю хвостик кольца амигуруми. Дальше вяжу по спираль без воздушных петель подъема. В следующем ряду нужно будет в каждый столбик предыдущего ряда связать прибавку. То есть в каждый столбик предыдущего ряда связать 2 столбика без накида. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. 2 я связала, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вязать нужно достаточно плотно, для того, чтобы между петлями не было отверстий. Иначе шарик вот тут будет просвечивать. А тем более, если он у вас не чисто белого цвета, не светлый, то тогда точно будет видно внутренности. В следующем ряду я буду вязать 1 столбик без накида, прибавку, 1 столбик без накида, прибавку. И так 6 раз. Должно всего получиться 18 столбиков без накида. Ставлю ниточку для обозначения начала ряда. Прибавка. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик без накида. Пятая прибавка. Столбик без накида. Шестая прибавка. Столбик без накида. 18 столбиков без накида. Вы можете примерить на свой шарик.
достаточно этого или нет. У меня точно достаточно. И сейчас мне нужно связать 3 ряда по 18 столбиков без накида. Также вяжу по спирали, без воздушных петель подъема, просто 3 ряда. И давайте я свяжу 3 ряда, это 3 раза по 18 столбиков. И потом покажу, что у меня получилось, как я буду вкладывать уже шарик и обвязывать его дальше. Я связала 6 рядов. И в 7 ряду буду вязать 1 столбик без накида, 1 убавку 6 раз. Вот я вставила шарик, посмотрите, как получается. Единственное, мне сейчас придется шарик уже не вынимать, а вязать вокруг, обвязывать шарик по кругу. Начинаю вязание. 1 столбик без накида, 1 убавку 6 раз. Первая убавка. 1 столбик без накида, 2 убавка, 1 столбик без накида, 3 убавка, 1 столбик без накида, 4 убавка, 1 столбик без накида, 5 убавка, 1 столбик без накида, 6 убавка. Готов 7 ряд. 12 столбиков без накида должно получиться. В следующем ряду я буду вязать, свяжу 4 убавки. У меня должно остаться 8 столбиков без накида. Просто подряд буду вязать убавки. 1 убавка, 2 убавка, 3 убавка и 4 убавка. Голова готова. Посмотрите, как она выглядит. Это голова моего будущего ангела. Дальше отрывать нитку не буду. Буду вязать по спирали, по кругу, сразу тело. Первый ряд тела нужно связать 8 столбиков без накида. Если нужно, поставьте маркер в начале ряда. И вяжу по кругу 8 столбиков без накида. Связала 9 ряд 8 столбиков без накида. Еще хотела сказать, что под видео я оставлю ссылку на сайт, где будет размещено пошаговое описание этого ангелочка, как что я вязала. Вяжу 10 ряд. Прибавка 2 столбика без накида, повторю 2 раза, потом опять сделаю прибавку и 1 столбик без накида. В итоге должно получиться 11 столбиков без накида. Приступаю к вязанию. Вяжу, значит, прибавка. Раз, два. 2 столбика без накида. Прибавка. 2 столбика без накида. Прибавка, 1 столбик без накида. Должно получиться 11 столбиков. В следующем, в 11 ряду буду вязать прибавка, 2 столбика без накида 3 раза, и в конце опять прибавка и 1 столбик без накида. Должно получиться 15 столбиков без накида. Так, вяжу прибавка, 2 столбика без накида, прибавка,
2 столбика без накида, прибавка, 1 столбик без накида, 15 столбиков. В следующем ряду 12 вяжу 15 столбиков без накида по прямой, без прибавок и убавок. И в 12 и в 13 ряду буду тоже вязать 15 столбиков без накида. И встретимся с вами, когда я свяжу 13 ряд. Я связала 13 ряд. Посмотрите, что получается. Тело ангелочка уже начинает у нас появляться. В 14 ряду я вяжу 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. И в конце 3 столбика без накида. Должно получиться 17 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 17 столбиков без накида. В 15 ряду 17 столбиков без накида. 15 ряд готов. В 16 ряду вяжу 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза, потом 4 столбика без накида и еще раз прибавка. Должно получиться 20 столбиков без накида. 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, 1, 2, 3, 4, 4, прибавка. 20 столбиков без накида. Можете посчитать. В 17 ряду буду вязать 4 столбика без накида, прибавка 4 раза. И должно получиться 24 столбика без накида. И в 18 ряду тоже свяжу 24 столбика без накида. Покажу потом, что у меня получилось. Я связала 18 рядов. Вот почти готов ангелочек. Теперь осталось нам связать обвязочный ряд. Обвязочный ряд буду вязать следующим образом: 4 воздушные петли, столбик без накида, и между столбиками без накида буду пропускать 1 столбик предыдущего ряда. Сделала соединительную петлю, чтобы было поменьше разницы между рядами, и вяжу 1, 2, 3, 4, пропускаю 1 столбик, следующий вяжу столбик без накида. И так по кругу: 1, 2, 3, 4, пропускаю 1 столбик, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, пропускаю 1 столбик без накида, 4, столбик без накида, 4, столбик без накида. Так до конца ряда. Последнюю цепочку из 4 воздушных петель я связала, и в первый столбик без накида этого ряда делаю просто соединительную петлю. Вот так вот. Это будет последний ряд нашего ангелочка. Закрываем все петли и отрезаем нитку. Так ангелочек готов. Тело, вернее, ангелочка, голова готова. Сейчас нам нужно будет связать крылышки. Смотрите, вот сюда вовнутрь нужно будет спрятать этот хвостик, подшить его. Давайте теперь свяжем крылья. Начинаю вязать крылья ангела. Для этого набираю 17 воздушных петель. Схему вязания крыльев я сейчас прикреплю, чтобы вы могли посмотреть и связать сами, если хотите. 17 петель.
во вторую петлю от начала начинаю вязать столбики без накида, 16 столбиков. Первый ряд я связала, теперь разворачиваю вязание и делаю несколько соединительных столбиков, вернее 2 соединительных столбика, 1, 2, и начинаю делать третий соединительный столбик, и в эту же петлю вяжу первый столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если вы будете вязать любое другое количество столбиков без накида, например, у вас будет ангел больше или меньше, принцип такой: в начале оставьте 2 непровязанных столбика и в конце 2 непровязанных столбика. В третьем ряду вяжу 12 столбиков без накида. Здесь ничего не пропускаю по прямой. В четвертом ряду опять в начале нужно пропустить 2 столбика без накида. 1, 2, 3 соединительные петли, делаю столбик, воздушную петлю одну и начинаю вязать столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков в этом ряду. 2 столбика тоже не довязываю. Воздушную петлю, разворачиваюсь и вяжу 8 столбиков без накида. И это будет последний ряд крыльев. Нитку обрезаю. Сейчас покажу, как я соединяла крылья с телом. Нитку обрезаю, хвостик куда-нибудь сюда можно протащить поближе к серединке. Крылья можно пришить, но так как это очень маленькая кропотливая работа, ангелочек маленького размера, крылья я просто приклеивала на термоклей, на суперклей, на что угодно. Немного маленький такой, вот сюда нужно сделать дорожку из клея маленькую и приклеить крылья ангелу. Вот так, такие получаются крылья. Собственно, ангел готов, осталось только сделать ему волосы. Покажу, как я делала волосы. Вы можете сделать любым другим способом, возможно, из пряжи для валяния, из шерсти для валяния можно сделать красивые волосы. Очень много вариантов в интернете. Если набрать волосы для куклы, вы увидите много-много разных способов. Я сейчас взяла оранжевые волосы для того, чтобы было лучше видно. И покажу. Крючок возьму поменьше размера, у меня номер 1. Лицо, ну, допустим, вот эта часть у нас будет лицом. И начиная со второго ряда, крючок вот так вот вставляю в столбик без накида между столбиком и протягиваю волосы. Пряжу для волос, любую тонкую, толстую, так протягиваю, завязываю узелок. Ну, вот хочу сказать, что эта пряжа, наверное, не очень подойдет для волос, либо придется сделать много-много волос для того, чтобы получилась пышная шевелюра. Возможно, стоит взять более толстую пряжу, потом ее распушить. Давайте сейчас попробую взять 2 кусочка пряжи вместе. Когда будет пушистая прическа, эти узелки будут незаметны особо.
Вот, завязала узелочек. Волосы можно распушить, то есть вот эти все ниточки разъединить, они будут отдельно и будут более пушистые. Вот. И так далее. Сначала вот по этой линии, по всей до конца делаем верхнюю часть, где челка. И потом сбоку немножко, несколько волосиков добавите. Получится хорошая шевелюра. Примерно таким образом. Можно сделать нимб ангелу. Такая имитация нимба или ободочка из какой-нибудь пряжи. И расшить бисером. А можно не расшивать бисером. Ну, ангел наш готов. Вам осталось только придумать, как его украсить. Я надеюсь, что вам понравился этот видеоурок. Если вы будете тоже вязать по моему уроку, то под видео в комментариях можете оставить ссылку на свою работу. Я буду очень рада. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Пока-пока.